Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на YouTube канал «Любимое дело». В этом видео показываю несколько вариантов простых загибок, которые можно применить на корзине из газетных трубочек. Обязательно ставьте пальчики, пишите комментарии и поехали! Показываю первый вариант простой загибки. Эта загибка делается очень легко и быстро, а главное подходит для коротких стоек. Замечаем стойку, с которой мы начинаем делать эту загибку. Здесь я обрезком трубочки занимаю место таким образом, чтобы потом легко было эту загибку закончить. Укладываю эту стойку перед следующей стойкой и убираю ее внутрь перед второй стойкой. Таким образом, как на видео. И именно там, с внутренней стороны, я ее сейчас буду обрезать. Обратите внимание, как я буду делать срез. Срез я делаю к себе или немного вниз, для того, чтобы с внутренней стороны не было видно его. И делаю срез где-то за полсантиметра до начала следующей стойки. Если мы сделаем срез чуть длиннее, то он будет торчать у нас с внутренней стороны. Если мы сделаем срез чуть короче, то этот конец трубочки у нас просто выскочит. Следующую стойку я укладываю по такому же принципу, что и предыдущую. И таким образом у нас конец предыдущей стойки зафиксирован в своем месте, он больше уже не выскочит. Прижимаю очень хорошо стоечку и обрезаю ее. А сейчас показываю другой вариант обрезки стоечек. То есть я укладываю стоечку перед следующей стойкой, и я ее не завожу между стойками, а я ее сразу же обрезаю у второй стойки, таким образом, как на видео, и укладываю ее вовнутрь. Далее я укладываю следующую стойку, конец предыдущей фиксируется. Следующую стойку я обрезаю у второй стойки и также укладываю кончик между, и фиксируется он укладыванием следующей стойки. И так далее по всему периметру корзиночки до конца. Здесь я напоминаю, что когда мы плетем загибку, любую загибку, мы стойки трубочки стараемся не трогать лишний раз, не сминать, для того, чтобы они не теряли первоначальный свой вид. Последнюю стойку мы укладываем по такому же принципу. Здесь мы занимали место для того, чтобы эта стоечка внутрь очень хорошо пролезла в отверстие. И здесь мы тоже ее обрезаем внутри, либо срезом на себя, либо срезом вниз. Эта загибка смотрится очень интересно, и с изнанки она также смотрится аккуратно, потому как не видно срезов при таком способе обрезки трубочек. А теперь показываю второй вариант простой загибки. Такую загибку очень люблю, делаю ее часто, делается она на более-менее коротких стойках. Берем стойку, делаем заминчик у ее основания и доводим эту стойку до следующей. У начала следующей стойки делаю замин, складываю стоечку и отрезаю, и убираю ее в место исхода следующей стойки, таким образом, как на видео. Те же самые манипуляции проделываю и с остальными стойками. Здесь можно немного разнообразить загибку, например, каждую стойку прятать не у следующей, а у каждой второй, третьей или четвертой. Такой вариант загибки очень подойдет для плетения тарелочек или панно, или вот как мы недавно плели часы, там я применяла очень похожую загибку. Вот так на корзиночке выглядит эта загибка в первоначальном варианте, очень аккуратно смотрится. А вот на этой основе для часов загибка представлена в альтернативном варианте, когда каждая трубочка, стойка убиралась за каждую третью. Третий вариант загибки. Такая загибка делается на более-менее коротких стойках. Длина каждой стоечки должна равна быть 3 расстояниям между стойками. То есть, если у вас расстояние между стойками 2 см, умножаете на 3, хотя бы 6 см длины трубочки стойки у вас должно быть.
Отмечаем, с какой стойки мы делаем эту загибку, занимаем место обрезком трубочки, чтобы легко было закончить эту загибку потом. И принцип плетения этой загибки довольно простой. Каждую стойку мы заводим за следующую, укладываем перед второй и внутрь за вторую. Также напоминаю, что у меня есть отдельный плейлист на канале по загибкам для корзины из газетных трубочек. Ох, сколько там разных вариантов загибок собралось, сколько мы разных вариантов попробовали. Обязательно посмотрите этот плейлист, ссылку оставляю в описании. Заканчиваем загибку мы очень аккуратно, очень внимательно, чтобы не запутаться в принципе укладывания этих стоек. Здесь на видео я показываю все это очень медленно, без ускорения, чтобы было понятно. Если у вас не получается, вы испытываете трудности при окончании этой загибки, обязательно проговаривайте про себя принцип укладывания стоек, и вам будет более понятно. Обрезаем концы трубочек с внутренней стороны, обрезаем осторожно, стараемся не вытягивать эти концы слишком, чтобы не обрезать чего-то лишнего, иначе они будут выскакивать из своих мест. Я оставляю где-то 1-2 мм при обрезке, для того, чтобы все это зафиксировалось. И вот так эта загибка смотрится на корзиночке. Этот вид загибки также можно разнообразить, например, каждую стойку заводить не за каждую первую, а за каждую вторую и перед третьей, укладывать за третью. Здесь можно поиграться и обнаружить разные интересные другие варианты этой загибки. И показываю последний вариант загибки. Такая загибка делается на более длинных стойках и имеет много разных альтернативных вариантов. Но изначальный вариант ее следующий. Каждую стойку мы заводим друг за дружку по всему периметру корзиночки, таким образом, как на видео. Здесь в начале плетения этой загибки я обрезком трубочки заняла место для того, чтобы потом легко было закончить. Стараемся для загибки использовать более плотные трубочки. Я, например, часто специально кручу трубочки на 1 мм для загибок. Тогда загибка получается очень аккуратная, очень красиво смотрится, и трубочки более плотные, на них нет никаких заминов, заломов лишних. Ну и, конечно, хорошо обработанные трубочки, они тоже несут свою роль. Если вы еще не знакомы с обработкой трубочек, то обязательно советую познакомиться. У меня есть отдельное видео о том, где я показываю, как обрабатывать трубочки для плетения. Посмотрите обязательно. Ссылку на то видео я оставляю в верхнем углу в подсказках этого видео и в описании. Вот так выглядит загибка после первого этапа. Кстати, можно обрезать эти концы трубочек и так и оставить. В принципе, тоже видела такие загибки на корзиночках, но мне не очень нравится, что концы торчат. И сейчас мы их уберем. Каждый конец трубочки я убираю за следующий вовнутрь, вот таким образом, как на видео. Эта загибка, как я уже сказала, имеет множество альтернативных вариантов. Например, изначально вы можете стойки завести не друг за дружку, а за каждую вторую. Я такой вариант загибки тоже делала, особенно очень хорош для пузатиков. Ну и второй этап загибки – это когда концы трубочек я завожу не за каждый следующий и вовнутрь, а за каждый второй или за каждый третий и вовнутрь. Такая загибка становится более объемной. Очень мне нравится.
Заканчиваю загибку, здесь закончить очень легко. Мы видим место, куда мы продеваем конец трубочки, продеваем его вовнутрь, и, соответственно, внутри мы сейчас эти концы будем обрезать. Также обрезаю я, стараюсь не сильно вытягивать кончик, чтобы все-таки было место, длина этого кончика хотя бы 1-2 мм во внешней стороне торчит, чтобы он зафиксировался в своем месте. Не стоит бояться, что эти кончики вылетят. Такого не будет. Даже если вы очень сильно захотите. После лакировки корзины эти концы трубочек, которые там у нас есть с внутренней стороны, они прочно фиксируются в своем месте. Эта загибка очень прочная получается, крепкая, и ничего не выскочит. Вот такие варианты загибок я вам показала. Обязательно пишите в комментариях, какая загибка вам больше всего нравится. Может быть, вы в своей практике используете все эти варианты загибок. И я еще раз напоминаю, что здесь огромный полет для вашей фантазии. Любую загибку можно разнообразить, взять за основу уже имеющуюся и какие-то свои изменения внести. Буду рада, если видео окажется полезным. Обязательно поделитесь этим видео в соцсетях. Легкого вам плетения, друзья. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока.